Путин сделал два заявления о выборах в Украине. Правда, перед этим сам охарактеризовал свои слова как неожиданные. На итоговой пресс-конференции в Москве он сказал, что Россия готова рассмотреть варианты обеспечения безопасности голосования, включая возможность воздержаться от ударов вглубь украинской территории в день выборов, если они состоятся. Второй тезис – участие украинцев, которые живут в России. Путин заявил, что они должны иметь право проголосовать на территории России. Также он отметил, что, по его словам, власть в Украине должна стать легитимной, а без выборов это невозможно. Сейчас скажу вещь, которая, может быть, прозвучит неожиданно. Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине. Хотя бы прекратить, воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования. Но, конечно, здесь один есть вопрос, который мы не можем тоже, мимо которого мы не можем пройти. А именно, на территории Российской Федерации миллионы проживают граждан Украины. По разным подсчетам от 5 до 10 миллионов, которые имеют право голоса. И если уж выборы будут, то тогда мы вправе потребовать от тех, кто будет их организовывать, чтобы были организованы выборы и предоставлено право украинцам, проживающим сейчас в России, проголосовать на территории Российской Федерации. Теперь о Калининграде. Путин предупреждает, за блокаду будет ответ, и конфликт расширится. Каким мог бы быть возможный ответ России в случае возможной блокады Калининградской области, если, конечно, такой вопрос кому-то придет в Европе в голову? Ну, начнем с завершающей части. Надеюсь, что этого не случится. Если нам будут создавать угрозы подобного рода, эти угрозы мы будем уничтожать. И все должны это понимать и отдавать себе в этом отчет, что действия подобного рода просто приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень и расширят, вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта. Это все должны отдавать себе в этом отчет. Путин заявил, что Россия будет отвечать на удары по гражданской инфраструктуре. Значительное внимание. Наши войска регулярно отвечают именно на это, нанося ответные удары, которые по своей силе, мощи и точности просто несопоставимы с тем, что делает киевский режим. Но все, что наносит ущерб гражданской инфраструктуре, некомбатантам, людям, которые не имеют отношения к боевым действиям, это, конечно, достойно самого острого осуждения. Ответ с нашей стороны будет всегда. На прошлой неделе генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс должен быть готов к масштабам войны, которые пережили наши бабушки и дедушки, и добавил: «Мы – следующая цель России». В ответ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в Москве резко раскритиковал эти слова. Сказал, что ему хочется спросить Рютте, умеет ли он читать, и предложил открыть новую стратегию национальной безопасности США. По версии Путина, в этом документе Россия не обозначена как враг, при том, что США остаются ключевым участником и главным спонсором НАТО. Я, например, лично знаком с нынешним генеральным секретарем НАТО, господином Рютте. Да? Он бывший премьер-министр Нидерландов. Я когда-то ездил туда с визитом, мы общались. Умный человек. Но чего он несет? Мне так хочется спросить: слушай, чего ты говоришь про войну с Россией? Готовиться нужно к войне с Россией. Они хотят готовиться к войне с Россией. Читать ты умеешь? Почитай новую стратегию национальной безопасности США. США, обращаю внимание, ключевой игрок НАТО. США – создатель НАТО, главный спонсор НАТО. Все основные средства поступают от США. И деньги, и технологии военные, и вооружение, и боеприпасы. Все оттуда. В новой стратегии безопасности, национальной безопасности НАТО Россия не указывается в качестве врага, а генеральный секретарь НАТО готовится с нами к войне. Это что такое? Читать-то умеете? Как это вы НАТО нацеливаете на войну с Россией, если главная страна НАТО нас противником и врагом не считает? Это просто, не знаю, даже уровень
профессиональной подготовки на этом месте является недостаточным. Надо внимательно относиться к своим обязанностям, посматривать по сторонам. Это касается не только генсекретаря, но и многих других западных лидеров. Трамп заявил о массированном ударе по ИГИЛ в Сирии. И это прозвучало не в Пентагоне, а со сцены митинга. По его словам, приказ был отдан всего за пару часов до выступления, а операция прошла точно и очень успешно. Трамп связал эти удары с атакой на прошлой неделе, в которой погибли 2 американских солдат и гражданский переводчик. Я также рад сообщить, что всего 2 часа назад мы нанесли удар по боевикам ИГИЛ в Сирии, которые пытались перегруппироваться после разгрома, устроенного администрацией Трампа 5 лет назад. Мы нанесли им мощный удар. Я отдал приказ о массированном ударе по террористам, которые на прошлой неделе убили 3 наших великих патриотов. 2 солдат, 1 переводчика, всех замечательных людей. И это было очень успешно. Это была точная операция. Мы безупречно поразили каждый объект. У нас были мужчины, играющие в женский спорт, трансгендеры для всех. Преступность на рекордном уровне, худшие торговые соглашения в истории. И над нашей страной смеялись во всем мире. Но теперь им больше не до смеха. Год назад наша страна была мертва. Теперь мы самая горячая страна в мире, потому что у нас наконец-то есть президент, который ставит Америку на первое место. Они вселили в нас уныние и мрачные настроения. А я строю экономический бум Трампа. Эти заводы, автозаводы, заводы по производству ИИ, у нас никогда ничего подобного не было. Я положил конец войне радикальных левых против американской энергетики, прекратил аферу с зелеными новостями и подписал указ о бурении скважин. Вы видите, куда падает цена на бензин? Первое, что я сделал, это обзвонил Северную Каролину. И мы проделали чертовски хорошую работу. Чертовски хорошую работу. Вы бы до сих пор сидели в грязи, если бы меня не избрали. Вы бы сидели. Но раньше я приезжал в Северную Каролину, чтобы покупать мебель для вестибюля, мебель для отеля. И я бывал здесь часто. Я имею в виду, вас сильно потеснили, но сейчас все восстанавливается, потому что я ввел пошлины. Большие пошлины, на самом деле. Но я помню, как говорил одному парню: «Мне нравится этот стул, знаете ли, неразборчиво». Я смотрел на стул. Подлокотник стула был для меня очень важен. Я говорил: «Мне нравится этот стул, но этот подлокотник должен быть другой формы, и вы должны его выточить». Я очень эстетичный человек, поверьте мне. За исключением женщин, мне все равно, как женщина выглядит. Раньше я говорил «красивая», а теперь мне все равно. С тех пор, как я занялся политикой, я больше никогда не говорю о внешности. Самая красивая женщина может пройти прямо передо мной. Я даже больше не смотрю на нее, потому что в политике это признак смерти. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев подтвердил, что находится в США, где сегодня в Майами пройдут его переговоры с представителями американской стороны Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По данным Reuters, к встрече также присоединится госсекретарь США Марко Рубио. Ранее в пятницу в Майами американская сторона провела отдельную встречу с украинским переговорщиком Рустемом Умеровым. Источники Reuters подчеркивают, что любые контакты между Дмитриевым и украинской делегацией исключены, а трехсторонний формат переговоров не планируется. Между тем, Умеров сообщил о завершении в США встречи украинской делегации с американскими и европейскими представителями. По его словам, достигнуты договоренности о дальнейших шагах и продолжении совместной работы. СМИ ранее сообщали, что следующая встреча Украины и США может состояться в ближайшие дни. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер с иронией отреагировал на публикацию «Политика», в которой Бельгию назвали самым ценным активом России из-за ее позиции по репарационному кредиту для Украины за счет российских активов. На брифинге после саммита ЕС, где не удалось согласовать выделение кредита, де Вевер, отвечая на вопрос издания, пошутил, что ему пора на дачу под Петербургом к соседям Жерару Депардье и Башару Асаду. Вы публикуете очень милые статьи с милыми заголовками про то, что я самый ценный актив России. Мне понравилось. Я это запомню. Задавайте вопрос. Настоящие политики справляются с эмоциями. Даже если эти эмоции — чистая злость, месть или даже насилие. Решение, которое мы приняли, было единогласным. Где тут разделение? Разделение всегда присутствует в Европе. Это Европа, понимаете?
27 стран, разные интересы, разные взгляды, близкие России или далекие. Мы не играем в одну игру. Повторюсь, решение принималось единогласно. У вас с этим проблемы. Какой заголовок вы теперь придумаете? Ладно, мне пора на свою дачу под Питером, к моим соседям Жерару Депардье и Башару Асаду. Думаю, у меня получится стать главой этого поселка. Вот и заголовок вашей следующей статьи. Министерство юстиции США опубликовало новый массив документов по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, ранее осужденного за сексуальные преступления. В материалах содержатся фотографии Эпштейна с известными публичными фигурами, включая бывшего президента США Билла Клинтона и музыканта Мика Джаггера. Среди опубликованных изображений совместные фотографии Клинтона и Эпштейна, а также снимки с участием Гислейн Максвелл, осужденной за содействие преступлениям Эпштейна. В документах также присутствует фотография массажного кабинета, фигурировавшего в расследовании. Министерство юстиции подчеркивает, что сами по себе фотографии не являются доказательством противоправных действий изображенных лиц. Публикация стала результатом политического давления и принятия нового закона, обязывающего раскрыть дополнительные материалы. Минюст предупредил, что документы могут содержать неподтвержденные утверждения, несмотря на попытки удалить конфиденциальную информацию. Агентство Reuters продолжает изучение материалов. В день публикации сайт ведомства столкнулся с перегрузкой. Раскрытие архивов вновь привлекло общественное внимание к делу Эпштейна, остающемуся одним из самых резонансных в США. В филиппинской столице Маниле обычный жилой дом на несколько недель в году превращается в рождественскую достопримечательность. Семья местной художницы украшает фасад тысячами огней и праздничными фигурками, а во дворе устраивает снегопад. Искусственный снег делают из мыльных пузырей. Дети играют в этом снегу, подбрасывают его в воздух и фотографируются на фоне иллюминации. Хозяйка дома, художница Марджи Органа Тахан, рассказывает, идею она задумала еще до пандемии. Тогда она ждала появления внуков и хотела создать для детей рядом с домом безопасное и радостное пространство. В 2020 году, когда многие семьи вынужденно оставались дома, проект стал особенно важным. Он давал детям возможность выйти на улицу и почувствовать праздник. Тахон признает, что на декорации ушло много денег, но говорит, счастье не купишь, и главное – видеть радость детей. Посетители тоже называют это событие незабываемым. Местная жительница Луз Табара пришла сюда с внуком и говорит, что он никогда не выезжал за пределы Филиппин, поэтому снег, пусть и искусственный, стал для него настоящим впечатлением. В Восточном Китае 71-летняя пенсионерка Сунь Минхуэй из города Мааньшань стала настоящим фитнес-примером для своих ровесников. Уже больше 4 лет она регулярно тренируется в зале, не менее 5 раз в неделю по 1-2 часам, распределяя нагрузку по группам мышц, чтобы занятия оставались безопасными. Сунь подчеркивает, в возрасте нельзя тренироваться как молодые, прогресс должен быть постепенным и с небольших весов. Она говорит, что уже через месяц заметила первые изменения, и это добавило ей уверенности. Сейчас она снимает тренировки для соцсетей и помогает другим пенсионерам, доказывая, что начинать заниматься спортом можно в любом возрасте.